Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить самолету-истребителю Ла-5 в масштабе 1 к 72, который производился в Энгельсском опытно-конструкторском бюро «Сигнал» в городе Энгельс. Дату начала и конца производства установить нелегко, потому что на коробках штампов с датами не ставили на эти самолеты. Исходя из штампов с артикулами, которые можно найти на коробках, производились эти самолеты предположительно с конца 70-х годов и прекратили их производство в начале 90-х годов. Данная масштабная модель была копией на реальный советский одномоторный истребитель Ла-5, созданный в 1942 году в конструкторском бюро ОКБ-21 под руководством Семена Алексеевича Лавочкина в городе Горький. Самолет представлял собой одноместный моноплан цельнодеревянной конструкции с убирающимися шасси и закрытой кабиной. Всего выпущено было 9920 самолетов. Из-за своей деревянной конструкции до сегодняшних дней ни один реальный экземпляр этого самолета не дожил. За свою историю самолет прошел путь от откровенно неудачной машины в начале Великой Отечественной войны и до великолепного и маневренного Ла-5, не уступавшего лучшим немецким истребителям. Это обеспечило советской авиации господство в воздухе до самой победы во Второй мировой. Масштабная модель самолета Ла-5 изготовлена из металла. Пластиковыми деталями являются шасси, хвостовое колесо, пропеллер, приборная панель с ручкой управления, фонарь, сиденье пилота, аэронавигационные огни. Модель по детализации проработана очень близко к оригиналу. Подвижными частями у самолета являются пропеллер, шасси, элероны и руль направления. Фонарь пилота не сдвигается, как в других моделях, но по своей конструкции съемный. По большому счету, кроме этого фонаря ничего и не снимается больше. Кожух моторного отсека выполнен единой деталью с фюзеляжем, и внутри нет никакой имитации двигателя. Также на передней части фюзеляжа есть углубления, имитирующие пулеметы. На верхней части есть выступы, имитирующие кожух казенника пушки, а по бокам есть выхлопные патрубки. Шасси у самолета закреплены не жестко, и их можно даже снять при разборе самолета, но в исходном состоянии они не складываются. На торцах крыльев есть аэронавигационные огни красного и зеленого цвета. Этот самолет состоит из двух частей, которые соединены между собой при помощи винта. Для доступа к внутренней части самолета нужно открутить винты снизу и аккуратно разъединить половинки самолета. На внутренней части крыльев нанесены карандашом номера. Скорее всего, это порядковый номер детали при сборке. Сложность обратной сборки состоит в том, что со временем крылья самолета как бы расходятся в стороны из-за деформации металла, и потом нелегко собрать все детали, которые фиксируются на внутренней части крыла. Особенно это касается элеронов и аэронавигационных огней. Цена на модель в советское время, судя по штампам на коробках, была сначала 8 рублей, а потом 5 рублей. Артикул этой модели присваивался, скорее всего, один раз, судя по штампам на коробках, и это был ART SSO 135D. По крайней мере, другие мне не попадались. Самолет Ла-5 со временем видоизменялся в некоторых деталях, и эти отличия хорошо видны. Ранние модели, как правило, комплектуются пропеллерами желтой краской на кончиках лопастей, в то время как поздние в основном идут с полностью черными. Более ранние модели, как правило, окрашивались яркой зеленой краской, как на моих самолетах. В поздний период покраска уже была более разнообразна и встречались как светлые, так и темные оттенки. У ранних моделей в кабине пилота индикаторы на приборную панель нанесены белой краской. В поздних моделях приборы на панели уже не подкрашиваются. Стоит отметить, что благодаря этой модели Ла-5 я решил немного расширить свою коллекцию советских масштабных моделей автомобилей и добавить туда советских самолетов. Как я уже рассказывал в общем обзоре о своих самолетах, Ла-5 достался мне от моего дедушки, который работал на авиазаводе и получил его как сувенир на какой-то праздник. Со временем самолет потерял несколько деталей, но как память он мне очень дорог. Тем более, что после деда он промежуточно оказался у моего папы, ну а потом уже и ко мне попал. Восстановить я его попытаюсь по мере поступления оригинальных запчастей, которые сейчас в дефиците. Коробок на эту модель было несколько вариантов. Самый ранний вариант – это прозрачный пластиковый бокс с подставкой. Модель самолета крепилась к съемному пьедесталу в этом боксе через металлическую втулку. Сам пластиковый бокс был универсальным для нескольких моделей, но на его крышке сверху клеился круглый пластиковый знак с наименованием модели Ла-5.
Позже появилась картонная коробка с прозрачными окошками, в которую вставлялся пластиковый поддон, отлитый уже вместе с пьедесталом, на обратной стороне которого был отлит логотип завода. Более ранние картонные коробки были гладкие и глянцевые. Коробки с более поздней датой выпуска уже печатались на шершавом матовом картоне, и оттенок рисунка уже мог отличаться от ранних. Чем позже коробка выпущена, тем грубее ее исполнение и хуже качество печати. Цена на самолет Ла-5 зависит от его состояния, цвета и коробки. Модель сегодня не так легко встретить в идеальном состоянии, потому что со временем из-за деформации металла крылья расходятся в разные стороны, и из-за этого теряются мелкие детали, которые в продаже почти не попадаются. Цена модели в комплектном состоянии стартует от $10 и в среднем доходит до $30. За редкие экземпляры в идеальном состоянии с редкой расцветкой цена иногда может и до $50 доходить. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, видео получилось интересным. Если есть какие-то дополнения по самолетам от завода Сигнал, пишите в комментариях. Тема малоизученная, и любые наблюдения и проверенные данные будут нам всем интересны. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!